Приветствую вас на канале Раисы Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня я скомпоновала вопросы по сладкому перцу. И смотрите, как трудится для того, чтобы не было тли, Божья коровка, помощник наш. Ну а для того, чтобы помощник помогал и работал, нам нужно заботиться о том, чтобы здесь не было никаких использованных химических средств. Поэтому мы для того, чтобы убрать, вот видите, у нас уже теперь здесь молоденькие листики. Буквально 3 дня назад я обрабатывала Скарада М. После полива светленькие такие листики, снова чуть-чуть прохладно, но это ненадолго после сильной жары. Вот. И Скарада М это биоинсектицид. Получается, я его использую с тестолипом, то есть органический прилипатель, и снизу обрабатываю под листиком. Обрабатывая под листиком, поселяются вот эти биоинсектицид, это живые помощники. И здесь они поселяются и, естественно, съедают. Вот видите, уже чистый лист. А до этого была, естественно, проблема скручивания листа. Многие пишут, что такое, вот скручивается листик, что делать. Если вы химическими средствами будете пользоваться, сразу вам скажу, что это, какое-то время оно будет, что-то, в общем, то, что сверху у вас где-то, то сработает. А эта тля особая на перце, она буквально там вот, ее не видно, нужно иметь оборудование специально для того, чтобы увидеть этого вредителя. Я просто знаю, что это тля на перце, поэтому использую биоинсектицид. И я спокойно знаю, что на 10 дней у меня уже мои перцы в безопасности от этого вредителя. Но здесь, видите, у нас еще вот это очень любит дикая пчела, как мне пишут. Похоже, маленькая, средняя между осой и пчелой. Вот обожает выедать вот так перцы. Снова же я Скарада обработала. И их практически уже нет, их не видно здесь, не летают. Но пройдет время, они снова будут залетать. И снова, вот видите, где-то залетела, съела себе то, что она захотела. Перец сладкий, он вкусный, поэтому они вот таким образом лакомятся нашими перцами. Но это что касается против вредителей. Самый главный вредитель это на перце это тля. Ну и потом вот эта оса, больше я пока не видела ничего. Да, кстати, потом, когда уже плоды будут готовы, сюда уже появится, скоро уже выводок будет. Первый, второй, это клоп-черепашка, они тоже обожают перцы. Поэтому приходится биопрепаратами обрабатывать. Ну вот видите, куст растет, надо будет тоже снова же полить сегодня. Сегодня у нас, да, сейчас надо будет полить, Александр Федорович, тут вот с краю как раз не долито, но не в этом дело, а вот в чем дело. Смотрите, этот куст нормально развивается, сейчас я покажу, как пасынки убирать, а вот рядышком специально оставила 2 плода, первые, видите, и они не дают развитию растения. Посмотрите, какое оно несчастная, можно сказать. Одна веточка вот идет, поэтому вот смотрите, я их должна обязательно, когда у вас появляются первые плоды, не ждите, чтобы они были красные, чтобы они поспели, ни в коем случае. Вот так. Ножниц нету. Где мои ножницы? Сейчас. Их надо вот так. Не оставлять вот этот. Нельзя. Вот так вот. И вот это то же самое. И мы потом покажем вам, как вот плоды все нужно собирать. Собираете, даже что-то уже вредитель какой-то тут поработал. Не нужно ждать, чтобы они красные были. И тогда наш кустик, все питательные вещества пойдут нашему кустику и начнет развиваться. Я здесь даже оставляю пасынки, из этих пасынков тоже пойдут. Видите, пасыночки оставлю так. Вот, здесь можно этот пасынок, смотрите, он без цветочка. Вот, я его могу, они легко выламываются. А здесь уже цветочек, и дальше будет развиваться растение. Здесь тоже, смотрите, тоже важная задача сейчас, для того, чтобы растение не тратило свои силы. Вот есть он. Сейчас, чтобы видно было. Смотрите, есть плодовый цветочек. И рядышком, он ниже, прямо по цветочкам, очень аккуратно. Нужно вот так. Видите, это пасынок и тоже еще один цветочек. И не будет толку, если мы оставим вот этот пасынок.
Вот это задача номер один. Смотрите здесь. Еще здесь цветочек не раскрылся. Всегда цветочек, потом пасынок. Это у меня перец полет. Есть еще другие сорта, которые формируют пасынки между, вот, допустим, цветочек, потом пасынок и снова цветочек. Разные растения, поэтому внимательно смотрите, не оставляйте вот эти пасынки. Видите, я его уже прижала так. Ну, дальше будут расти. И то же самое будем дальше делать. И вот эти плодики будут расти. Здесь там ситуация такая же. Нет, ну здесь оставлю, потому что здесь я хочу, чтобы тоже еще веточки были. Давайте вернемся к этому нашему перчику. И здесь можно ножницами, но я предпочитаю с перцем работать руками. Вот смотрите, здесь у меня уже перчики оставлены. Вот здесь. И вот здесь был пасынок, я убрала. Вот здесь снова формируется, смотрите, идет вверх растение. Вот он главный у нас побежек. Здесь у нас будет цветочек. И чем раньше вы это сделаете, так, ногтиком, они очень мягкие, все, цветочек у нас имеет силу и все энергии. Смотрите дальше, то же самая ситуация. Вот это главный у нас, он будет дальше расти побег. А вот здесь у нас цветочек и пасынок маленький. Мы его тоже легко убираем. Это делаем по календарю зеленых операций. Календари у нас есть, на июль месяц уже есть. Здесь пока ничего. А нет, смотрите. Значит, вот побежек основной. И здесь, так, чтобы видно было, смотрите, цветочек и пасынок. И ногтиком так легко. Уже там тоже у нас цветочек будет сформирован. Здесь, видите, я убрала пасынок. Цветочек, будет плод. Дальше, вот здесь тоже, я уже убрала. Вот, и дальше у нас формируется. Видите, как они легко попросили показать. Вот смотрите, главный цветочек, пасынок с цветочком. Вот там, где пасынок с цветочком, убираете. А этот основной дальше идет и будет снова же формироваться вот такие пасынки, цветочки, пасынки и побежек. Так, побеспокоим сейчас нашу божью коровку немножечко. Мы вот так, сиди, кушай там. Если ты что-то нашел. Так, смотрите, снова же убираю здесь. И тут тоже ниже. Вот такая же ситуация, уже большой пасынок. И вот так вот. Все, малыш. Все, у тебя остается твой листик. Все. Так, еще покажу вам сейчас уже на этом кустике все до конца. Вот, смотрите, как тут хорошо видно. Так, вот так, наверное, да? Вот, смотрите. Идет основной побег. Вот это очень сложно было сразу понять. Есть вот цветочек, да, плодовый, есть пасынок. И мы его убираем. Остается листик. Какой-никакой, но листик, он будет работать на этот плодик. Дальше снова же, видите, снова идет у нас плод. Будет цветок плодовый. И вот он у нас пасынок. И основной оставляем. Вот. Здесь я, видите, оставила, вот здесь неправильно я сделала. Но просто я понимаю, что это полет, он не должен быть сильно высокий. Но вот смотрите, здесь вот моя ошибка. Оставила, ну и оставлю уже. Один плод только оставлю здесь и все. Смотрите, здесь плод, да? Вот вон цветок. И был пасынок. И надо было его убрать. Я его не убрала. Вот. И здесь у меня что? У меня получается основной побежек, я его убираю. Ну вот божья коровка сегодня на меня обидится. И вот это тоже убираю. Сейчас принесу. И оставлю только плод. Все, больше не будет здесь. Так, мой хороший помощничек. Сейчас я тебя отправлю. Надо его отправить куда-то на листик. Вот так. Хорошо. Малыш, все, давай. Вот. Дальше идем. Снова же по этому кустику. Хочу, чтобы уже закончить. Смотрите, та же самая ситуация. Да? Вот это у нас веточка. Мы уже ее обработали. Оставили божьей коровке. Теперь вот, смотрите, снова же. Здесь у нас не было цветочка. Но пасынок был, я убрала. Потому что наконец-то тепло установилось, уже жара. И здесь, смотрите. Сейчас видно так, да? Смотрите, цветочек, основной побег и пасынок. Он уже большой. И я его, хоть поздно, но уже вырываю. Не всегда успеваешь все сделать. Смотрите,
все вот здесь. У нас какая ситуация снова, да? Снова же вот пасынок. Основной побег, смотрите, его сначала просматривайте. Я иногда путала. Вот, поэтому вот он меньше. То, что ниже цветочка, то, что идет вверх, цветочек сбоку получается. Листик, и вы пасынок убрали. Вот, еще здесь. Так, здесь та же самая ситуация. Очень хорошо видно. Так, здесь, смотрите, почему я оставила вот этот пасынок. Здесь цветочка не было, было холодно, я его оставила. Но, смотрите, я пасынок вот этот убираю. Пусть он здесь формируется и будет расти. А здесь, смотрите, у нас снова же цветочек, пасынок в бок. Видите, как идет основной побег. А он этот в сторону чуть-чуть, такой тупой угол. Остается листик и остается цветочек. Ну и дальше тоже такая ситуация будет. Вот смотрите, теперь растение может формировать себе плоды. Вот сейчас еще это растение легкое, оно нормально себе находится. Здесь у нас в теплице полутень, поэтому они высокие, вытягиваются. Поэтому я веревочку обязательно такую подвязываю, основную, чтобы растение не упало. Ну, а потом еще, если есть необходимость, еще несколько веревочек. Вот смотрите, по всей теплице все растения у нас подвязаны на веревках. Ну, а рядышком тут, ну, это будет отдельная тема. Снова эксперименты, испытания. И надеюсь, что у меня получится то, что я хочу сделать. Но сегодня у нас был разговор о перце, о сладком перце, как его сформировать на любом сорте. Кстати, по Молдове открытый грунт там не формируется, а главная задача всегда, постоянно. Только, я помню, эта бригада, все время, раз в неделю выходила вся бригада, собирала перец. Все, что сформировалось снизу, все это собиралось, а остальные уже имели возможность получать питание и, естественно, расти вверх и снова формировать новые плоды. Вот я ответила на ваши вопросы, как защитить перец. Это биоинсектициды. Сейчас буду проводить очень интересный опыт. Не знаю, что получится. Когда получится, тогда расскажу. Возможно, это будет доступно всем, но у многих есть возможность биоинсектициды. Используйте их и обрабатывайте обязательно листики под низом, потому что тля здесь не сидит сверху. Вот она здесь, там вот под листиком. Вот, нужно опрыскивание проводить таким туманом и снизу. И обязательно, еще раз говорю, добавлять нужно тоже органический прилипатель. Ну что ж, мы ответили на вопрос защиты, как формировать, как посынковать, показали на конкретном примере. Ну, потом будем еще показывать, какие плоды и как будут расти. Ну и помните, все время нужно собирать нижние плоды для того, чтобы дать развиваться дальше всему растению. Тем более корневая система у них очень хорошая и будет хороший урожай. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.